Друзья, всем привет! Давно на нашем канале не было видео по поводу приготовления рыбы. Сейчас мы это исправим. Наше сегодняшнее видео будет посвящено тому, как сохранить улов надолго. Другими словами, мы будем готовить домашние консервы из щуки с помощью автоклава. Автоклав у нас классический малиновка на 26 литров. Закрывать будем мы вот в такие банки. Итак, погнали! Банки я взял с закручивающимися крышками, такие под резьбу, и такого приличного размера, чтобы влезло достаточное количество рыбы. Друзья, немного расскажу про автоклав и для чего он нужен. Но все, кто когда-либо закрывал консервы, знают, что необходимо поднять высокую температуру для того, чтобы убить все живое. Вот. И температуры кипения в 100 градусов недостаточно. Ну а кто изучал физику, знает, что чтобы существенно поднять температуру, необходимо создать давление. Для этого, собственно, автоклав и нужен. Автоклав состоит из большого вместительного бака на 26 литров. Сверху устанавливается крышка, на которой есть датчики давления и температуры, по которым как раз отслеживаются все рецепты. Сверху установлен аварийный клапан сброса давления, крышка герметичная, и снизу есть краник для слива воды. Вот, собственно, и все. Но есть, как обычно, свои нюансы, о которых я расскажу позже. Щука у нас свежепойманная. Для скорости разделки мы ее не будем чистить, а сделаем из нее быстро филе. Щуку мы нарезаем на порционные кусочки небольшого размера, чтобы удобно было складывать в банку. При разделке я удалил хребет, кости реберные и мелкие кости я не удалял. При приготовлении консервов они размягчатся и будут практически не ощущаться. Банки тщательно промываем. Из приправы мы будем использовать только душистый перец, лавровый лист и соль. Много ложить не надо, чтобы не переборщить. Укладываем слоями рыбу. Ложить можно плотно, но главное не утрамбовывать. И оставить пространство вверху, где-то, наверное, вот так. Для того, чтобы все это нормально приготовилось. Соль мы с рыбой не будем перемешивать и положим сверху. В любом случае там все будет это кипеть и все вкусы перемешаются. Кроме этого, соль, если рыбу перемешать с солью заранее, как бы замариновать, рыба может потерять свою структуру. А если вы хотите, чтобы кусочки у вас в дальнейшем оставались целыми, то лучше соль добавить в самом конце. Соли необходимо 1% от веса рыбы, так что все будет зависеть от объема вашей банки. Ну и теперь добавляем подсолнечное масло. В общем-то, эти консервы для ленивых. Делаются довольно просто, ингредиентов очень мало. Масло мы не доливаем не до краев, а примерно по плечике банки, вставляя пространство вверху. Ну, так, чтобы рыба была прикрыта. А теперь закрываем банки крышкой. Крышки завинчиваем плотно, но не максимально. Теперь собираем кассету. Устанавливаем наши банки. Тут важно, чтобы банки все были однотипные, одинаковой высоты, с одинаковыми крышками. У меня здесь банок на один ярус, поэтому дополнительная
полочка мне не нужна, я сразу сверху поставлю крышку от кассеты. Барашки затягиваем, но не перетягиваем. Он должен быть плотно, чтобы крышка не шевелилась. Но поскольку крышки у банки в процессе приготовления будут немножко подниматься, нужно оставить вот этот как бы небольшой люфт. Ну а теперь устанавливаем кассету. Воды нужно столько, чтобы на 3-4 сантиметра ее уровень был выше кинсета. Аккуратно устанавливаем крышку. Она имеет такую овальную форму, поэтому одеть ее можно только в одном положении, в специальной прорези. Здесь, где прорези, есть специальные отметки, нужно, чтобы они совпали. Что характерно для этой крышки, она такой специальной овальной формы и просовывается внутрь, и давлением будет поддавливаться снизу. То есть здесь специальный такой выступающий край, который не даст ей слететь. Крышка фиксируется специальными пружинными ножками. Автоклав предназначен для различных видов нагревания. Это может как электрическая плита, так газовая, так индукционная, хоть на костре. Автоклав Малиновка может готовить как на пару, так и на воде. Я буду сегодня готовить на воде. Ну все, ребят, мы поместили кассету с банками в автоклав. Поставил я ее на индукционную плиту и постепенно набираю температуру. Для приготовления рыбных консервов и щуки необходимо достичь 115 градусов и готовить при этой температуре 40 минут. Температура постепенно растет при нагревании. Чтобы приготовить рыбные консервы, необходимо довести температуру до 115 градусов Цельсия и готовить 40 минут. Кроме этого, следим за датчиком давления, пока он в норме. После того, как положенное время истечет, выключаем автоклав, даем консервам остыть и достаем их. Нужная температура достигнута. Таймер тоже выставлен, идет. Уже 5 минут прошло. Поддерживаем необходимую температуру. Мне автоклав Малиновка очень понравился, поэтому могу смело его вам рекомендовать. Ссылку вы найдете в описании под видео. А этот экземпляр я оставлю себе, чтобы дальше продолжать готовить.